Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей, вы на канале Мой Флакон. И сегодня мне хотелось бы обсудить с вами тему ваниль в парфюмерии. Она довольно многим нравится, довольно многим не нравится. И есть как плюсы, так и минусы у ванили. Для меня, к примеру, ваниль это довольно сложно и тяжело в плане для носки. Не хочется это каждый день, но есть ароматы, которые мне очень нравятся, даже с которыми мне хочется засыпать, нанести на себя перед сном. И я подготовил то, что у меня есть, то, чем я пользуюсь. И будет интересно также узнать ваше мнение про ваниль. Пользуетесь ли вы ароматами, где ваниль, она солирующая, больше всего ощущается? Напишите в комментариях, пока мы начнем. Первый аромат будет у нас самый лайтовый, что ли. И мы пойдем по нарастающей, потому что есть очень плотные ванильные ароматы, которые после одного пшика все заполняют, и уже ничего другого не слышно. И первый аромат в нашей подборке, в моей подборке, будет, пожалуй, ваниль от Фрэнка Бакле. Он у меня в таком travel формате, я уже делал видео с этим, на предыдущей неделе выкладывал. Но если вы не видели, то оно вот так вот поворачивается и выдвигается пульверизатор, и вот оно так и достается, и сменяются эти флакончики внутри. Кстати, смотрите, какая жидкость красивая. Для ванили это свойственно, часто она довольно темная, янтарного такого цвета, иногда желтая. Фрэнк Бакле ваниль. Это ваниль с лимончиком. То есть очень классный здесь цитрусовый старт. Ох, я уже тоже пошла. Цитрусовая ваниль. Больше ничего особо здесь, на самом деле, не слышно. Есть, конечно, такая сладость в базе, потому что он еще и карамельный. И это... Я не сказал бы, что там совсем гурманская ваниль, но мне напоминает немножко лимонную тарталетку. Знаете, она будет такая сладко-кислая. Вообще-то да, наверное, все-таки это гурманский аромат. Ноты: лайм, грейпфрут, кардамон, карамель, имбирь, цветочные ноты и абсолют ванили, кедр и мускус. Хороший аромат, он не удушающий, он имеет классный освежающий старт, потом он постепенно затухает, становится сладковатая ванильная база. Древесной базы я там сильно и не ощущаю. И советую его, да. Единственное, что Фрэнк Бакле, у них не очень хорошее качество флаконов, но ароматы у них неплохие, достойные. Самая лайтовая ваниль в этой подборке. Второй аромат, пожалуй, будет от Serge Lutens. Serge Lutens. Ванильный лес. Анбуа Ваниле, наверное, так это звучит. Этим ароматом пользуюсь я уже довольно давно. Это один из моих любимых ароматов у Сержа. Именно из их, гурманских ароматов. Это ваниль с мускусом. И, наверное, это все-таки больше будет в мужскую сторону. Я посмотрю на фрагрантики, что там говорят. Я его очень люблю наносить как раз-таки перед сном. Он меня очень успокаивает. На моей коже эта ваниль отдает мускусом, то есть есть такие отчетливые животные ноты. Заявлено здесь ваниль, кокосовое молоко, пчелиный воск, лакричник, сандал, бобы тонка, миндаль, гвояк и бензоин. Лакричника я не сказал бы, что сильно чувствую, но додумать можно. Это уже чуть более сложный аромат, чем у Фрэнка Бакле. Если Фрэнк Бакле это ванилька плюс лимон, и она мягко затухает, то с Сержем это уже посложнее будет. Но вот именно эта мускусность мне очень нравится здесь. Она, знаете, не то, что это вонючее что-то, да, а оно дает какую-то интересную такую особенность.
Мускус именно вот в этом аромате мне очень нравится. С ванилью оно так классно сочетается. Стойкий, приятный, диффузный. Да, ну, как правило, на самом деле все ванильные ароматы довольно стойкие. Уж не знаю за счет чего, может быть, в ванили есть такое свойство. И этот аромат уже не гурманский, потому что, да, вот этот мускус, наверное, гвояк немножко пробивается, сандал. И, да, больше в мужскую сторону, что по голосам на фрагрантике скорее пишут женскую, но тут такие мускусы я даже не знаю. То есть это нужно точно вслепую покупать нельзя. И что ж, следующий аромат, который я хотел бы сейчас посмотреть с вами, это будет Тенера от Rouge Bunny Rouge. Это очень-очень классная ваниль. Сразу открою на фрагрантике ноты. Нанесем и посмотрим с вами, что это у нас. Освежим в памяти. Это уже ванильно-древесный. То есть уже идет в древесную сторону. На старте, кроме ванили, я ощущаю что-то такое больше немножко подкопченое такое дерево, то ли как гвояк, то ли что-то вот в этом духе. Давайте посмотрим по нотам. Здесь заявлены палисандр, черный перец, элеми, чабрец, ром, гвояк, гелиантроп, пачули, ваниль, бензоин, кожа амбра. Это уже более многосоставной аромат, но на коже он усаживается именно как ванильный, сладкий, амбровый, но в первую очередь ванильный. Это уж точно не гурманский аромат. Ну, в плане не хочется съесть, да, что-то такое. То есть ваниль плюс дерево, Фрэнк Бакле ваниль плюс лимончик, Серж Лютанс у нас с мускусами, а здесь ваниль и красиво обыгранное дерево. Он очень классный, я его обожаю, он очень мягкий, но Rouge Bunny Rouge он не сильно стойкий. Но база здесь классная, база затухающая, такая немножко пудровая, немножко древесная, конечно же ванильная, мягкая. Вот что очень люблю в Rouge Bunny Rouge, так это их базу. Всегда она очень интересная, очень классная. Но этот аромат уже более тихий, не такой диффузный, как Serge Lutens, к примеру, но в другую направленность. Такая вот разная бывает ваниль. Так, следующее. Что же мы возьмем следующее посмотреть? Так, наверное, не шагнем мы напоследок. Давайте посмотрим с вами аромат от Mona Diorio под названием ваниль. И это очень интересная ваниль. Некоторые считают ее лучшей ванилью. У меня здесь есть 3 такие тревела. Может быть, как-нибудь сделаем обзор всех Mona Diorio, которые у нас есть. Так, это ваниль. Нет, это мускус. К слову, у меня еще есть, кроме мускуса, Pure кожа. Вот, ванильный, вот он здесь. Это очень интересная ваниль. Она такая сухая, сухофруктная и как бы подкопченая, может немножко, очень сильно отличается от всех других ванилей. Некоторые считают, что это как бы каноничная ваниль, либо сама лучшая ваниль. Ну и, кстати, многие ищут именно в старых флаконах, как оно раньше выглядело. Лично мне на самом деле без разницы. Но и флаконы тоже выглядят очень, очень красиво. Не знаю, реформулировали ли их ароматы, но флаконы меня устраивают, но мне больше тревела не нужно, потому что, ну, ванильные ароматы это не на каждый день для меня. А как для вас, интересно? О, здорово. Ваниль. Здесь в первую очередь не ваниль на самом деле. Это древесный пряный аромат. И я чувствую что-то дает такую сухость. Что-то может даже немножко зеленое по нотам.
гвоздика, ром, горький апельсин, петитгрейн. Петитгрейн — это лист апельсина, ну и вот да, есть такая зеленуха немножко. Дальше куча дерева, древесных нот, гвояк, сандал, ветивер. Наверное, он дает какую-то такую сухость, и у него древесная составляющая тоже есть. Иланг-иланг. Вот я не чувствую иланга, здесь нет такой желтой цветочности. И в базе мадагаскарская ваниль, амбра, бобы тонка, толу бальзам, кожа и мускус. Очень классная ваниль. По рейтингу тоже довольно высокий, 4,3, 1500 голосов. Любят эту ваниль. Она довольно стойкая. Я бы не сказал, что она сильно диффузная, но аромат неплохой. Унисекс, то есть нету какого-то перекоса в мужскую и женскую сторону. На самом деле его трудно разгадать, и у него есть разные грани. То так он повернется, то так повернется. Наверное, зависит еще немножко от погоды. Советую, если вы ищете какую-то необычную ваниль, это Монодиорио. Что ж, поехали дальше. У меня еще осталось два аромата. У меня есть Нишани, которые, наверное, оставлю напоследок. А сейчас еще обсудим Сакре Нуар. У меня есть в небольшом отливанте от Arte Profumi. Это уже сладость. Более сладкий аромат. Сейчас я найду его на фрагрантике. Он немножко красит блотер, то есть тоже, опять же, видите, такая жидкость, она янтарно-коричневая. Ваниль, но она уже более сладкая. То есть даже более сладкая, чем у Фрэнка Бакле, да, то есть там ваниль, лимон кислит, нету какой-то супер сладких нот, хотя там карамель, а этот уже прям чувствуется какой-то жженый сахар. На самом деле он очень приятный на коже, он создает такую классную атмосферу. Ну да, вот в нотах здесь сахарный тростник, ваниль и орхидея. То есть здесь они очень сильно засахарили эту ваниль. И если вам нравятся сладкие ароматы, ванильные, стойкие, диффузные, вот это да. Sacré Noir от Arte Profumi. Он здоровский. Написано, что это для женщин аромат был создан. Да, по голосам тоже сходятся. На ком-то стойкий, на ком-то не стойкий, но нужно смотреть. Наверное, такие есть ароматы в люксовом сегменте, поэтому можно дешевле, думаю, найти. Но как звучит Sacré Noir, мне очень нравится. Он волакающий и создает классную атмосферу, шлейфовый. Мне очень нравится. И последний аромат Нишани, он самый диффузный здесь, стойкий, и знаете, я его нанес днем, да, в бутике был. К слову, это не мой флакончик, это флакончик моего друга, который я отдам, запишу видео, отдам. И эта ваниль очень интересная. Она тоже разноплановая, и на старте будут цитрусовые ноты. Потом у меня выходит такая сливочность, немножко металлические ноты, и оно дает ощущение немножко мороженка на коже. Знаете, сливочное мороженое, ванильное. Очень классно. Но есть одно но про Нишани. Это стойкость. И я его ощущал еще утром. И оно так пилит тебя и пилит одной нотой.
Ну, как одной, ну, да, на мне оно больше одной, хотя здесь заявлено очень много нот, но оно пилит примерно одинаково, и это может надоесть. Советовать буду присмотреться к этому аромату тем, у кого ароматы на коже слетают быстро, а они, есть шанс, что останется подольше с вами, и стоит посмотреть по нотам: имбирь, бергамот, черный перец, зеленые ноты, ну, старт цитрусовый, да, и это сложный аромат. Кардамон, черная смородина, турецкая роза, вероятно, роза немножко металличность это дает, ваниль, бензоин, сандал, кедр, серамбра, пачули, мускус. Очень-очень классный аромат, он один из топовых у Ниньшани. У меня только от Левантик, больше не надо, потому что и наносить тоже буду аккуратно. И расскажите про ваши ароматы с нотой ванили, где ваниль превалирует, и будет очень интересно узнать, что вы любите. Спасибо большое, всем отличного дня, пока!